Всем привет, дорогие читатели! Я хочу сразу начать это видео с благодарности за невероятный отклик на мой предыдущий видеообзор. Я, по правде сказать, не ожидала. Конечно, я надеялась, что так будет, но все-таки книги это достаточно специфичный контент, скажем так, на любителя, но в итоге все случилось гораздо более благоприятно, чем я даже себе представила, поэтому спасибо еще раз большое. Сегодня мы продолжаем говорить о книгах, которые я прочла в 2020 году. Но если прошлое свое видео я закончила книгой, которую очень активно рекомендовала к прочтению, то это видео, пожалуй, начну с той, которую, не советую от слова совсем. Это книга номер 12 с очень длинным названием «Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению и вспомнить, зачем ты живешь». Американский бизнес-консультант и по совместительству коуч Джон Стрелеки выпустил ту самую книгу, которая мотивирует нас жить здесь и сейчас, вспомнить о своем счастье, жизненных ценностях, все пересмотреть, переорганизовать и так далее. Как же мы, бедные, до этого жили-то без нее. Благо, что книга короткая, я прочла ее за 1,5 часа и забыла, потому что не нашла отличия от еще сотни таких же жизнеутверждающих книг. Кроме подсчетов, сколько лет жизни отнимает в среднем чтение почты, я для себя абсолютно ничего интересного не нашла. Может быть, для кого-то эти книги работают, но для меня это имеет примерно тот же смысл, что сказать человеку что-то из серии «Не грусти». Да, ок, спасибо. Так что поехали дальше. 13-я книга – это «Повелитель мух» Уильяма Голдинга. В военное время компания мальчишек разных возрастов оказывается на необитаемом острове в результате, если не ошибаюсь, авиакатастрофы. И вот эти юные пацанята, столкнувшись лицом к лицу с вопросом выживания, вынуждены учиться выстраивать общество, брать на себя ответственность за себя, за младших, принимать решения со всеми вопросами, с которыми мы с вами сталкиваемся ежедневно, но с той разницей, что они это делают в совершенно юном возрасте, в котором не положено об этом думать, в котором положено жить, радоваться, что угодно, но только не это. Так вот, у нас выявляется два лидера. Один Ральф, который, в принципе, предлагает реальные решения реальных проблем. Он говорит: мы застряли на острове, нам необходимо, чтобы нас спасли. Поэтому давайте мы построим шалаши на пляже, там мы сможем безопасно спать и греться. И давайте разведем костер на горе, чтобы нас можно было увидеть с моря. С другой стороны, у нас есть Джек Меридью и его хористы. Джек становится ответственным за охоту, и мальчики открывают для себя, как бы это ни было ужасно, вкус крови. Они начинают создавать какие-то дикие танцы и ритуалы, все больше превращаясь в какое-то дикое племя. Для них это своеобразная игра, им это интересно, они не понимают, наверное, до конца всей жути того, что они для себя открыли и кем стали. Оставим это тайной, что там на самом деле произошло и чем все закончилось, но мне было очень трудно. Я плакала как маленькая, мне было ужасно обидно, потому что не должно так быть. В природе вот таких маленьких человечков, которые по сути должны быть еще совершенно наивными, добрыми. Как случилось, что в их природе уже заложено зло? Понятно, что дети, они все-таки копируют модель поведения взрослых, которые их окружают и воспитывают, и надо отметить, что порой мы с вами достаточно дерьмовая модель для копирования, но с этим уже, к сожалению, ничего не поделаешь. В общем, книга очень хорошая, я действительно ее очень люблю и советую, но долго не могла отмыться от этого послевкусия и чувства вины, что ли. 14-я книга – это книга американского нейропсихолога и невролога Оливера Сакса и называется «Человек, который принял жену за шляпу». В ней он описывает интересные случаи из своей практики.
Оливер Сакс, в принципе, утверждает, что недостаточно рассматривать пациента с точки зрения исключительно медицины, и очень важно принимать во внимание именно вот эту личностную, эмоциональную составляющую. На ней он фокусируется всю, собственно говоря, книгу, но, по правде говоря, мне, как человеку, несведущему в нейропсихологии, очень не хватило именно вот этой медицинской линии сюжета и понимания причинно-следственных связей, почему так происходит, как работает эта болезнь, что вот у человека происходит в мозгу в этот момент. К примеру, Оливер рассказывает историю близнецов, которые совершенно не умеют ни писать, ни читать, практически ни с кем не общаются, общаются только между собой и только посредством шестизначных простых чисел. Даже вдуматься сложно. Мне кажется, после 13 уже не знаю простого числа. Мне бы лично хотелось понимать, что за этим стоит, как это работает, почему оно так происходит. Из-за того, что большинство случаев до конца не объяснены с точки зрения медицины, у читателя начинает немножко разыгрываться фантазия. То есть я в какой-то момент после прочтения книги для себя обнаружила, что периодически слышу, находясь дома, определенную мелодию. Мелодия все время одна и та же. Я, естественно, сразу же вспоминаю и делаю отсылку к одной главе, в которой рассказывалось о женщине с эпилепсией височной доли. И вот эта эпилепсия височной доли, она часто характеризуется тем, что мозг начинает непроизвольно проигрывать различные мелодии. Ну и, естественно, я начинаю приписывать себе кучу всяких несуществующих болезней. Еще пару дней спустя я обнаружила у себя тик, который воспроизвожу каждый раз, когда либо мне скучно, либо я очень устала и мне хочется разгрузиться. И да, мне понадобилось все-таки несколько дней на то, чтобы реабилитироваться и перестать переписывать себе всякие несуществующие у меня болячки. Но в целом достаточно интересное чтиво, познавательно, особенно если вы любители вот всяких медицинских штучек, то вперед. О книгах номер 15 и 16 мы, пожалуй, не будем много говорить, потому что мне кажется, что их уже прочитал весь мир, кроме меня. Благодаря моей подруженце Маше, которая продемонстрировала мне эту картинку и сказала, что собирается читать Олдоса Хаксли. За компанию с ней я прочла вот «О дивный новый мир» и еще до кучи 451 градус по Фаренгейту. В «Дивном новом мире», если кто еще не знает, представлена кастовая система разделения общества, в которой каждый вот выполняет свою роль строго, ни больше, ни меньше. Это книга, в которой продемонстрирован полнейший сдвиг по фазе, полнейшая потеря вообще каких-либо ценностей. То есть такие понятия, как семья, любовь, это все возбраняется, в то время как вести, допустим, совершенно разгульный образ жизни, чем больше, тем лучше, это вот считается нормой. В принципе, то, что начинает постепенно набирать обороты и вот в современном мире. 451 градус по Фаренгейту, он тоже говорит о промывке мозгов, но немного с другой стороны, с точки зрения литературы и саморазвития, поэтому там намеренно пытаются сделать вот из общества какую-то такую совершенно безмозглую массу, вбить ей определенное понятие о счастье, и чтобы никто там не рыпался и не мучился, и просто следовал тому, что ему говорят. В обоих произведениях представленные идеи доведены до абсурда, но не от того ли они наводят такой ужас, что в принципе вполне могут оказаться новой реальностью. Я не знаю, находимся ли мы где-то посередине? И да, и нет. Я все-таки верю, что думающих и способных к саморазвитию людей сейчас гораздо больше, чем единицы. К тому же мы пока еще находимся в той ситуации, когда у нас есть безграничные ресурсы к обучению, самосовершенствованию, саморазвитию и вот этому вкладу в образование и будущее, что, я бы, наверное, все-таки склонилась к ответу нет. Я для себя открыла, что антиутопия — это не мое.
«Дивный новый мир» вообще моментами было противно читать, поэтому давайте не будем на этом задерживаться и перейдем к книге номер 17, а там у нас, кстати, тоже антиутопия, о которой я сразу хочу высказаться, чтобы уже двигаться дальше и забыть об этом мракобесии. Книга номер 17, рассказ служанки Маргарет Этвуд, протащила меня через все круги ада чтения этого шедевра. Там у нас тоже кастовое общество, созданное в результате массового бесплодия. И вот богатые, но грустные жены богатых командоров сексуально эксплуатируют служанок, так называемых, в качестве суррогатных матерей. Установлены целые ритуалы чтения священных писаний, чередующиеся с избиениями, изнасилованиями, моральными издевательствами вот над этими несчастными служанками. Рассказ служанки ведется в качестве дневника вот как раз-таки одной из таких девушек. Мы не знаем ее имени, лишь знаем, что у нее есть кличка, данная ей по принципу принадлежности определенному командору, то есть если командора зовут Фредерик, то она, соответственно, Фредова. И я не знаю, это из-за перевода такого ужасного, или книга реально так жутко написана, но это какой-то хаотичный поток сознания, постоянные какие-то переплетения между прошлым, будущим, настоящим и всем прочим, ты просто не успеваешь уследить, и обрывается она еще до кучи так же неожиданно, как и началась, и ты вообще не понял, что случилось и чем закончилась судьба героини. В конце книги нам приведены так называемые комментарии историков, которые объясняют, что же это за республика такая Галаад, как в ней все было устроено, высшие какие-то чины, кто в них состоял и всякое такое. Я считаю, что если книга нуждается в объяснении, то, наверное, это так себе книга. Так что рассказ служанки, если очень хотите поизвращаться над своим мозгом, пожалуйста. Но, по правде говоря, на этот роман был снят сериал, и, если честно, я, естественно, его посмотрела, а сериал гораздо интереснее, наверное, потому что по книге там только первые 2 серии. И так что, если хотите занять себя, лучше посмотрите сериал. Лучше так, книгу не надо читать. А мы тем временем двигаемся к книге номер 18, и называется она «Женщина, у которой есть план», авторства Мэй Маск. Мэй Маск, если кто не знает, это мама того самого Илона Маска, который недавно стал самым богатым человеком планеты. Книга «Автобиография» рассказывает о ее жизни в Южной Африке, о неожиданном и нежелательном, и как впоследствии оказалось неудачном браке, избиениях, унижениях и последующем разводе, о ее становлении в качестве модели и нутрициолога, по совместительству матери-одиночки 3 детей, об ее возвращении в Канаду и о постоянном стремлении к совершенствованию, о вот этом постоянном духе борьбы. Сама по себе книга, ничего особенного, на мой взгляд. Мне кажется, обеспеченные люди, они любят писать вот такие вдохновляющие биографии из серии «Если я смогла, то ты тоже сможешь». Никогда не сдавайся! Так не всегда, к сожалению, работает в жизни, но мне действительно импонируют некоторые взгляды Мэй на необходимость постоянно работать, заниматься собой, на то, как необходимо относиться к себе, к чему стремиться. У нее не было времени на то, чтобы нянчиться с детьми, на то, чтобы трястись над ними, и поэтому дети у нее все время были автономны в своих решениях, они сами выбирали для себя школы, они сами выбирали, чем им заниматься, они были приучены к работе с малых лет. Можно долго, конечно, обсуждать, насколько такой подход верен, мне кажется, нету единого ответа, но факт в том, что мы имеем то, что имеем. Один ресторатор, вторая режиссер и продюсер, а третий запускает ракеты в космос. Из минусов, по-моему, вполне очевидно, что когда кто-то заявляет себя в качестве нутрициолога, ты ожидаешь услышать какие-то советы,
касающиеся пищевых привычек. Этот момент все-таки остался достаточно недоработанным для меня. Я хотела получить больше секретиков, но, к сожалению, раз Мэй с нами не поделилась своим секретом вечной молодости и худобы, то нам остается только порадоваться за нее и за то, как она выглядит в свои 73 года. Кстати говоря, сам Илон до сих пор не общается со своим отцом. Он считает, что это чудовище. Мы не будем говорить о моральных качествах этого человека, Эрла Маска. Достаточно только одного знания, что он находится в счастливом браке со своей падчерицей и заимел с ней ребенка. Так что мы двигаемся дальше к книгам номер 19 и номер 20. Там у нас книги английского автора японского происхождения Кадзуо Исигуро. Это два романа «Не отпускай меня» и «Остаток дня». Честно сказать, я до сих пор не верю, что у них один и тот же автор, настолько это разные произведения. «Не отпускай меня» — это тоже антиутопия и тоже послевоенное время. Там в своеобразных интернатах выращивают и подготавливают людей, клонированных людей, которые впоследствии должны стать донорами органов для своих оригиналов. Рассказ ведется от лица как раз-таки одной из таких воспитанниц, ее зовут Кэти. И, в общем-то, это история дружбы, любви, мечт, которым не суждено сбыться. Мы знаем, чем это все закончится. Это вот такая обреченная история немного. Читатели этой книги разделились сразу на два лагеря. Одни говорят, что эта книга просто шедевр мировой литературы, всевозможные списки, издания, журналы позиционируют ее как одну из топовых книг, которые обязательно нужно прочесть, а другой лагерь в свое время считает, что это достаточно неудачная заявка на шедевр. Я, пожалуй, отнесу себя к этому второму лагерю. Книга мне не зашла, мне не понравилось. Более того, я злилась на нее за то, что потратила свое время. Абсолютно ненужная, на мой взгляд, вплетенная туда любовная история обидела меня как читателя. В какой-то момент я думала: господи, ну Кадзуо, ну неужели ты думаешь, что меня вот на это можно купить? Потому что мне кажется, что мы оставили истории, где вначале заявляется о любви двух героев, потом они разлучаются на чуть ли не там всю жизнь, потом воссоединяются перед непосредственной смертью одного из них, чтобы снова расстаться. Мне казалось, что мы оставили такие истории где-то в 5 классе, когда мы смотрели какие-то очень плохие фильмы, честно. Я злилась ужасно. Не знаю, что меня сподвигло прочесть еще одну его книгу. Возможно, я пыталась реабилитировать этого автора. «Остаток дня» для меня эта книга, она спасла имидж Кадзуо Исигуро, потому что вот эта история, да, она меня тронула. Более искренняя, она более глубокая. Эта история вот, она передает всю горечь непрожитой жизни пожилого дворецкого, который все свое время пустил на то, чтобы служить лжеидеалам, не зная этого. Буквально под носом у него протекло самое главное, сама жизнь, и он этого совершенно не заметил. Столько уже воды утекло, столько всего безвозвратно утеряно, ты просто не знаешь, как с этим справиться. В общем, я не буду рассказывать, читайте сами, это очень хорошая книга, мне очень понравилась, я, правда, ее очень советую. Кстати, она, в отличие от ее предшественницы «Не отпускай меня», получила все-таки Букеровскую премию, и мне кажется, очень-очень заслуженно. Спасибо Кадзуро. Спасибо, Кадзуро, за «Остаток дня». А сейчас мы двигаемся дальше. Книга номер 21. Это «Ярмарка тщеславия» Уильяма Теккерея. Вот это поистине есть классика мировой литературы. Эта книга обязательна к прочтению, хотя она периодически очень сложно дается. Там огромное количество героев, мне кажется, их там больше 100. А некоторые вообще непонятно, зачем там есть. Но эта книга очень мощно описывает общество 19 века, в основном английское, но не только, еще и там французское, бельгийское и так далее.
Она содержит очень много элементов достоверной истории и показывает эту историю с разных перспектив, так как ее видели, допустим, в Бельгии, так как ее видели во Франции, так как ее видели в Англии. Это очень интересная книга. Я не буду о ней говорить, потому что мне не хватит часа, это будет очень утомительно. Вам стоит прочитать самим, это практически обязательно. Если ее перенести на современный мир, она, мне кажется, ляжет просто, в яблочко. Лучше и быть не может, она очень четко описывает и современный мир тоже, что на самом деле очень грустно, недаром это роман без героя, мы недалеко ушли от общества 19 века. Я надеюсь, мы, конечно, можем судить только за себя, и я надеюсь, что никто из нас не окажется на этой ярмарке тщеславия, но как знать. А закончит наш сегодняшний хит-парад Фенни Флэк с ее книгой «Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок». Я слышала огромное количество нелестных отзывов об этой книге, в основном за либеральные взгляды в ней, за нотки каннибализма, но как бы это жутко не звучало, книга очень добрая, книга про дружбу и про любовь, она очень теплая, правда. Я не знала, о чем будет идти речь в этой книге, и, в принципе, наверное, невозможно вот так вот рассказать, она такая очень камерная, и если я буду пытаться с вами поделиться сутью этой книги, то я расскажу все ее содержание, поэтому нет, читайте сами, но вот Фенни — это тот автор для меня, к которому вот всегда можно обратиться, когда тебе грустно, когда тебе хочется, чтобы тебя вот приобняли, пожалели, погладили по головке и сказали, нет, ты знаешь, вот дружба, чудеса, вот все это бывает, вот давай я тебе покажу, пойдем со мной. Недаром я не просто закончила свой 2020 год чтением ее книги, я еще и начала свой 2021 тоже с книги Фенни Флэк, называется она «Рождество и красный кардинал», тоже совершенно замечательная книга, очень добрая, даже немножко магическая, но об этом я, пожалуй, буду рассказывать уже, наверное, в следующем видеообзоре. На 2021 год я уже составила себе список, некоторые произведения уже прочла 4 произведения из него, еще 4 произведения ко мне на днях подъехали и пополнили этот список. Это первые мои печатные книги во Франции, потому что до этого я не смогла их привезти с собой, и заказывать было достаточно дорого. Но, наконец-то, я решилась, буду делиться своими впечатлениями. И я думаю, что мы не ограничимся только вот этими 2 обзорами, и что их будет гораздо-гораздо больше. Я надеюсь, что вам интересен такой формат, и надеюсь, что вы нашли для себя пару заманчивых книжек к прочтению. Что ж, оставляйте комментарии, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если до сих пор этого не сделали. Ну а я с вами прощаюсь до нового видео.